Но здесь был здесь были какие-то инциденты с русскими предпринимателями, которые, ну, не знаю, какие-то взятки, перевзятки, что-то, какие-то вот такие криминальные ситуации, истории были. Я не помню в деталях. Выходили там в газетах какие-то статьи. Это раз. Второе, один раз я на одном событии, на одном празднике познакомилась, тоже там были какие-то русские, и девочка рассказывала, какая она художница, как она рисует картины и так далее, и так далее. И когда я их спросила, что они и как они попали сюда, ну, вопросы, которые ты всегда задаешь, да, хочешь узнать историю человека, что он здесь делает, и они как-то уходили от ответа, да. Вот мы, и они такую бросили фразу, что мы с российским правительством нет. И, в общем, и потом мне муж сказал, когда он узнал, какая их фамилия, он мне потом уже дома сказал, что они были здесь какие-то беженцы, сбегали действительно от русского правительства. Я уже не помню. У них был какой-то бизнес в Петербурге или где-то в Москве, не помню. Был какой-то бизнес, и, в общем, Путин их ищет. Да, ищет. И действительно, они здесь получили гражданство, какие-то паспорта, нелегальные, что ли, паспорта. Вот что такое. Какая-то такая история есть. И типа здесь живут. Ну, здесь они живут уже спокойно, легально, и был какой-то суд. В общем, да, и это две, как минимум, истории с русскими. Ну, наверное, да, еще другие знают. Которые я знаю. Но мне никаких инструкций не давали, и я не думаю, что это какая-то причина, чтобы не давать мне, как Кате, интервью. Если про них в газете писали, то что тут скрывать? Ну да, а я тут при чем? Я просто здесь живу. Всем привет, это Гватемала, и мы встретились с Екатериной. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Ищете новые впечатления и готовы отправиться в захватывающее путешествие по странам Латинской Америки? Я лично посетил эти страны, побывал в самых известных и малоизвестных местах, включая те, куда не каждый решится отправиться. Гулял под ним и днем, и ночью. Теперь готов приложить только уникальные туры, которые подарят вам незабываемые эмоции и откроют скрытые уголки Латинской Америки. Наши услуги включают авторские индивидуальные туры, экстремальные туры по неизведанным местам, медицинские туры для реабилитации, премиум путешествия на высшем уровне и туры недвижимости по Латинской Америке. Почему стоит обратиться именно к нам? Первое. Наши профессиональные гиды, владеющие несколькими языками и обладающие глубокими знаниями о местных достопримечательностях, сделают ваше путешествие незабываемым. Живя в этих странах, они знают их лучше, чем местные жители. 2. Мы обеспечиваем трансфер из аэропорта и встречу на личном автомобиле для вашего комфорта. 3. Мы предоставляем экстренную медицинскую помощь по всему региону. 4. Организуем путешествие под ключ. Берем на себя все организационные моменты, бронирование отелей, транспорта, экскурсий, страховки и других дополнительных услуг. 5. Предлагаем уникальные скидки и тарифы на отели, которые недоступны обычным туристам. По желанию организуем частный вертолет или катер для роскошного отдыха на Карибском побережье. Пусть ваше путешествие станет незабываемым. Откройте новые грани мира с нами. Катя, скажи, пожалуйста, почему Гватемала? Почему? Хороший вопрос. Я сама себе его задаю. Но на самом деле я в Гватемалу попала не по своему, так сказать, выбору, а потому что я, когда сюда приехала, я еще не была уверена, останусь я здесь жить или нет. Но пришла пандемия, и закрыли все границы. И мне пришлось здесь остаться. Я приехала на 2 месяца, потому что я жила в Мексике. И мы с мужем жили в Мексике, там у нас были работы, дом и все. И приехали сюда на 2 месяца, у меня был билет, и за неделю
до моего полета в Мексику закрывают. Вот помнишь, как все это было? Закрыли абсолютно. Гватемала была очень строгой. И закрыли все границы. И я не могла поверить. Я думала, что за неделю все откроют. Ну и, в общем, я не смогла отсюда выбраться. И начала свою жизнь здесь. Здесь у меня родилась дочка. И здесь живет семья моего мужа. И так потихоньку я начала узнавать эту страну. И сейчас уже 4 года здесь. И мне нравится. Окей. То есть муж у тебя гватемалец? Да, муж у меня гватемалец. Он родился здесь и уехал в возрасте 17-18 лет учиться в Мексику. И там уже остался жить. В Мексике есть такой большой университет, технологический университет Монтеррей. Это один из лучших, это, по-моему, лучший университет Латинской Америки. Вот, он учился там и потом переехал в Канкун и работал там в банковском секторе. То есть вы в Канкуне познакомились? Да. А ты в Канкуне самостоятельно приехала жить или ты там просто отдыхала, путешествовала? У меня такой дауншифтерский бэкграунд. В свое время, когда в 2008 году случился тоже банковский кризис, и я была в смежной работе с банковским сектором, я работала в рекрутменте, и у нас приостановили весь хайринг, весь найм, и мы уехали. И я несколько лет ездила по Таиланду, по Юго-Восточной Азии. Жила в Таиланде, Индонезии, Бали, в Индии, в Филиппины, Вьетнам, Китай, вот эти вот все страны, Малайзия, все. Это по работе? Нет, просто работа была онлайн. Путешествовала? Да. И по несколько месяцев, где-то база была в Таиланде, и потом база была на Бали. И по несколько месяцев мы посвящали на разные путешествия по разным странам. А что за работа онлайн такая была? Что можно так путешествовать? Мой бывший бойфренд был трейдером, а я была фотографом и переводчиком. Окей. Круто. То есть ты по факту всю Азию объехала? Да, много, да. И Индия, Лаос, по-моему, Мьянма, Таиланд, много мест, я жила в разных местах, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа тоже была, и Китай тоже. Япония, Корея? Япония, Корея, но нет, потому что с визами немножко сложно там. Австралия, Новая Зеландия. Окей. Новая Зеландия. То есть и Океанию ты тоже захватила, и Азию тоже. А что тебя вдруг так оттолкнуло сразу в Канкун? То есть, это вообще разные направления. Дело в том, что в Азии я не видела своей будущего, потому что там очень сложный язык, очень разный менталитет от нас. И вот этот вот круг, в котором мы все время общались, экспатов, русских и других экспатов, он очень специфический и очень узкий, да. И мне это очень не нравилось, что мы в закрытом таком круге. И кроме того, едешь по улице, там что-то написано на улице, ты не понимаешь, что написано. Мне это было сложно. И я уже подумала возвращаться в Москву, но всегда у меня была мечта увидеть Карибское море, лазурное Карибское море. И я решила поехать, и мне так понравилось, и я решила остаться. И я нашла там работу, и потом нашла мужа, и осталась там жить. То есть из Азии ты уже полетела, да? Технически нет. Там сложная история. Все было сложно. Да. Нет, я полетела не одна, прилетела я не одна, но потом наши пути разошлись. Окей. То есть в Канкуне ты сколько пребыла? В Плайя-дель-Кармен я жила 2014, 26 лет. 6 лет. Ты уже знала испанский язык? Нет. Нет. Я знала французский язык, потому что по диплому я преподаватель французского языка.
И это мне очень помогло. И я там с Duolingo, между Duolingo, какой-то там языковой школой, и вот французским, и общением живым я выучила испанский, потому что я работала как администратор компании русской. Один русский инвестор создал там компанию, и я как бы ее администрировала, то есть я имела дело со всеми вот инстанциями, там, государственными какими-то сертификациями, адвокаты, аккаунтант, бухгалтерия, то есть все провайдеры, все вот подрядчики, и я с ними должна была общаться, и они, естественно, никто не говорит по-английски. Поэтому мне пришлось выучить испанский, и так я выучила испанский. Круто. А на сегодняшний день ты сколько языков знаешь? Английский, французский, испанский, ну и русский. А сама ты откуда? Из Владимира. Из Владимира. Занесло тебя. Да. Значит, в Канкуне ты проработала, уже опыт имеешь работы и познакомилась с мужем, верно? Да. Что тебя сподвигло, ну, точнее, вас, когда уже с мужем, именно в Гватемалу, в Мексике не так комфортно или что? Ну, во-первых, у него здесь семья, вот, у него здесь родители, у него есть 3 сестры, и ну, есть какие-то семейные дела, которые нужно улаживать. И здесь, поскольку его отец в финансовом секторе достаточно важное лицо, и здесь как бы у него есть хорошие карьерные возможности. Вот. Это раз. Поэтому мы остались, да, поэтому мы не уехали. То есть у нас есть дом в Канкуне, в Плая-дель-Кармен, он еще существует, и мы туда время от времени ездим, но живем мы здесь, потому что по работе, и потому что семья все-таки это очень важный фактор. У меня очень хорошая семья, я ее называю своей семьей, потому что у меня своей здесь нету. Вот. И моя дочка с ними очень хорошо общается, и я считаю, что это очень хорошая причина, чтобы остаться здесь жить на какое-то время. То есть вы живете в большом доме всей семьей? Нет, конечно же нет. Я поэтому так... Да, здесь есть такой стиль, что люди живут в большом доме, всей семьей, там несколько поколений, или хотя бы там на одной территории несколько домов рядом, но это не наш случай, мы бы так не смогли, нет. Мы все-таки немного изолированы, но то, что есть семья, и то, что мы регулярно с ними видимся, и они нас очень поддерживают, и у меня вот с ними очень хорошие отношения, это, я считаю, очень важно, потому что я видела много примеров русских девочек, которые выходят замуж за вот местных, больше в Мексике, когда они не очень хорошо, как бы не совпадают с семьей молодого человека. Настолько разные как бы культуры. Вот, и я считаю, что это очень важно. Если бы у нас не было таких хороших отношений с семьей, мы бы здесь не жили. Как мне кажется, большинство, наверное, выходит из-за документов. Поправь меня, если не так. Нет. Нет? Нет. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Почему нашим русским девушкам нравится экзотика? Почему в России они не найдут себе пару, либо мужа? Ты знаешь, не знаю,
девочки, которых я здесь знаю в Гватемале, они или здесь уже жили, и по каким-то они причинам приехали сюда, может быть, их там родители приехали по работе, и они здесь жили и уже общаются в этом кругу, и в университете там, или еще где-то находят себе мужей, то есть как бы здесь строят свою жизнь. Или есть несколько примеров, когда действительно люди уезжают, местные едут учиться или на мундиале, на футбольном чемпионате. Очень много людей, я слышала, кто познакомился на футбольном чемпионате. Представляешь, и привез сюда девочек русских. И много на сегодняшний день, которые привезли гватемальцы русских Ну, сюда? я, может быть, знаю 2 или 3. Не-не-не, в браке. В браке? Да, нет да, разводов. конечно, они все. Ну, все это, мы сейчас говорим о каких-то там 4-6 лет, да. Но это не вот. такой большой срок. Это не такой большой срок, нет. На данный момент я не знаю про разводы. И к тому же здесь все-таки гватемальское общество, оно очень традиционное, и люди очень стабильные, и как бы на long term. Окей. Здесь матриархат или патриархат? Здесь патриархат. Здесь ты можешь, если ты женщина, и я очень часто пользуюсь этим трюком, если ты женщина, идешь там в магазин что-то покупать, и, например, тебе не нравится, и ты не знаешь, как сказать «нет», ты можешь сказать «мне надо посоветоваться с мужем». И я потом вернусь к вам. И иногда это действительно как бы реальная причина. Женщины должны посоветоваться с мужем, прежде чем принимать какие-то То есть они не удивляются, решения. типа, как так, ты что, да? Да, вообще никому это не удивительно, если ты скажешь, мне надо мужа спросить. Просто я слышал тоже разные истории. Ага. И девушки, которые не были в стране, вот приезжают там панамец, костариканец там, и другой мужчина Центральной Америки, и увозят девушку в ту страну, где она ни разу не была. То есть она такая, на картинках только это все видела, вот там океан, пальмы, круто, лечу. И когда она прилетает в чужую страну, у каждого свой срок, там у кого-то 5, у кого-то 10, у кого-то 3 года, она такая, что-то я не на том месте, как бы это на картинках было классно, красиво, но когда ты начинаешь уже жить совместную семейную жизнь, там хозяйство, семья и все прочее, это уже все не так, как на обложках журнала. Конечно. И много историй слышал, которые так и назад. Либо живут, но не с радостью, да, думают, как бы мне назад. Вот так. Такие истории тоже есть. Ну, я в основном слышала истории, когда девушки уже здесь живут и как бы находят здесь мужа. Но в Гватемале, это и про Мексику, да, но в Гватемале я в первый раз видела этих девушек, которые реально вот их привезли, да, импортированная жена, которые из России их привезли сюда, и они такие... Так, ну что у нас здесь? Я не знаю, что их сподвигли, как они решились на такой шаг. Это тебе, наверное, лучше спросить их. Потому что это очень сложно. Ты бы так решилась? Я не знаю. Ну, как я могу сказать? Подожди, вот вы с мужем познакомились в Мексике, вы уже какое-то время прожили, прежде чем приехать в Гватемалу, да, верно? Ну, как ты с семьей-то познакомился? Ты говоришь, для тебя важна семья мужа. С семьей я познакомилась в первые 2 месяца, как мы с ним познакомились, он меня привез сюда и познакомился с семьей. Сразу. Да. И они туда уже приезжали, потому что, в Канкун все время кто-то приезжает отдыхать. И я несколько раз их видела, и как бы у меня сложилось хорошее впечатление. Потому что в моих ценностях я не могла бы выйти замуж за человека, если я не знаю его семью, да? Это очень важно. Ты сказала про дочь. То есть у тебя дочь родилась здесь. Да. А расскажи, пожалуйста, про роды. То есть насколько здесь вообще квалифицирована медицина, и где лучше рожать, в частной либо государственной клинике? Безусловно, в частной. Потому что государственная медицина, она существует, но она очень такая массовая, поскольку нужно понимать, что здесь расслоение общества очень сильное. Вот. Ни один из моих знакомых, я не знаю никого, кто бы пользовался государственной медициной.
потому что она бесплатная, и, соответственно, ей пользуется определенный слой людей, общества. Вот. Ну, обычно частная медицина здесь порядка $30-40 за прием, не так дорого, вот, и все пользуются только ей. Дентист, там обычный доктор, пойти на прием к доктору, это нормально. И, конечно же, люди многие пользуются страховками, частными страховками. Вот. В частной медицине все очень хорошо. В частной медицине хорошие офисы, хорошее оборудование, хороший уровень врачей. Многие врачи обучались или проходили какие-то стажировки в Европе или в Штатах. То есть все достаточно хорошо. В государственной я не могу сказать, что уровень плохой, уровень именно медицинского персонала хороший. Потому что многие врачи практикуют такую вещь, что они частично имеют какие-то часы в государственных и имеют свой тоже частную клинику, частный кабинет где-то так, чтобы деньги зарабатывать. Вот. Но пользоваться государственной медициной мне никогда не приходилось. Вот. Про роды. Что бы вы хотели узнать про роды? Я про роды особо важный вопрос интересует. Помогает ли он легализоваться? Ну, то есть ребенок автоматически, я понимаю, получает гражданство, а родителям, через сколько лет они получат гражданство? Сразу же по ребенку я получила ПМЖ. ПМЖ, да, ПМЖ. Теоретически я сейчас уже спустя 4 года я уже могу получить гражданство, и я собираюсь это сделать для того, чтобы иметь гватемальский паспорт, позволяет свободно выезжать в Европу и в Японию. И, по-моему, еще какие-то страны нам открывает. Ну, Америку не дает? Америку нет. Америку только единственный бенефит гватемальского паспорта, что тебе дают на 10 лет визу, а русские только на 3. Ну, это вся Центральная Америка так дает. Да, это небольшой. Вопрос по поводу паспорта. Угу. Через какой срок после рождения ребенка ты можешь подать на гражданство? Это 2-3 года, либо 4? По ребенку я не могу тебе точно сказать, потому что я совру. Мне кажется, что 5 лет. Но есть другой закон, очень мачистский закон, который называется закон замужней женщины, мухер касада, буквально. По браку. По браку, да. Но это только для женщин. По браку, но только для женщин. Для мужчин это не работает? Нет. Что ты, да, как жена можешь получить гражданство. И я знаю люди, которые здесь так получали. Срок какой нужно прожить в браке, чтобы получить гражданство? Не знаю, не буду врать. Просто в каждых странах он разный. Ага, да, не буду врать, но я бы могла уже получить. Уже. То есть это меньше 4 лет. То есть, по-моему, это год или 2, насколько я помню. Ну, где-то 3. Вот даже, допустим, сколько я разговаривал, там, в Панаме, в Коста-Рике мне говорили 3. То есть 3 года проживаешь, потом подаешь. И то ты в этом промежутке времени, понятно, не должен развестись. Да. Должен, некоторые страны приезжают, проверяют, вы вместе, не вместе, живете, спите там и так далее. Даже в Панаме мне рассказывали, что реально приезжали, звонили, спрашивали, там, трусы покажи, мужские. Прямо в грамчат. Ну, насчет таких деталей не могу тебе сказать. Лучше не буду врать, потому что у меня такого личного опыта не было. Но мой личный опыт, что я уже 2-й год пытаюсь это сделать. То есть уже 2 года назад я могла это сделать. То есть 2 года, значит... Ну, значит, тебе не очень надо. Да, не очень надо, если честно. Насколько в Гватемале дорогая жизнь? Дорогая. Дорогая с Мексикой? Вот, по сравнению с Мексикой, дороже, да. С чем это связано? Я предполагаю, что это связано, что здесь высокие есть пошлины на импорт. Машины здесь очень дорогие. Вообще налоги здесь на импорт где-то около 30%.
Но зависит тоже от категории товара. Ну, например, электроники, там айфоны, макбуки, там все такая же цена, как в Мексике. Естественно, это дороже, чем в США, но такая же, если сравнивать с Мексикой, то да, такая же. Здесь супермаркет немножко подороже. Недвижимость достаточно дорогая. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программе. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Я вот заметил еще, что ты сказала про автомобили дорогие, но на дорогах очень много лакшери автомобилей. Да, деньги в стране есть, никто. Но какая часть населения ездит на автомобиле? Потому что даже я вот перемещаюсь в Панама до Гватемалы, я не видел на дорогах столько дорогих автомобилей. То есть в Гватемале я ощутил очень много на дороге дорогих автомобилей. Да. И сразу видно, какого класса больше. Именно в столице, по крайней мере. То есть в других странах, в столице, опять-таки я всегда останавливаюсь в столице, я смотрю, ну, тут эконом, тут и средний и так далее. То здесь так прям Шевроле, Тахо, Рейндж Ровер выкатывают и так далее. Рады. Да. И это глаз прям сразу режет. Потому что я вот еду по дороге, и сразу прям. Ну да, во-первых, Гватемала из Центральной Америки как бы одна из, это самая большая и самая экономически, скажем, более развитая? Более развитая, да. А что, скажем так, Гватемала импортирует, экспортирует? То есть я к тому, что на чем вообще страна зарабатывает? Вот если там Панама, Панамский канал, да, Коста-Рика – это туризм, Гватемала – это что? Гватемала – фрукты, бананы, кофе и рабочую силу. Это Гондурас, это Никарагуа, то же самое. Да. А может, есть еще что-то? Не знаю. Золото, может, есть? Нет, не могу тебе сказать. Здесь есть, что здесь есть? Никель, по-моему, вот эти вот шахты, которые где как раз российские компании привозили русских сотрудников. Да, никель. Они работают, российские компании здесь? На данный момент я не могу тебе сказать, потому что слышала когда-то, не уверена, закрылись они, потому что там были какие-то российско-украинская компания. И вот в 2022 году что-то произошло, и я уж не знаю, как, у меня нет точной информации, какая они там. Вот. Но, например, в Гватемале, если это
все в Гондурасе, Сальвадоре все то же самое. Но в Гватемале ты найдешь, грубо говоря, центральные офисы, там офисы продажи, general management, вот этих всех компаний, которые работают во всех этих странах. Но центральный офис будет здесь, в Гватемале. И, ну, я не знаю, с чем еще это связано. Мне про Коста-Рику также рассказывали. Центральные офисы все здесь. IT-компании все здесь. Поэтому в Сальвадоре частично мне тоже говорили, тут есть сейчас, так как Букеле разобрался со всем бандитизмом, здесь открылись офисы, здесь Google, вот смотри. Ну, какие-то компании, да. Ну, исторически так, что Гватемала самая большая страна здесь из центральноамериканских. Как ты считаешь, чем она вообще привлекает туристов? Здесь есть вулканы очень красивые. Вот восхождение на вулканы, вот этот тип отдыха. Исторически, может быть, какие-то места, культура. Антигуа, Гватемала – это колониальный город, и там разные есть экскурсии, можно смотреть традиционные какие-то, боже мой, как это сказать по-русски-то? Племена майя же. Племена майя, да. Пирамиды. Пирамиды это, да, больше там уже на север страны. Мануализация, крафтс. То, что делают вот именно вышивка, какие-то такие традиционные вещи, которые делают племена. Но это на озере, например, очень много вот таких вещей. И рисуют они, и все, что они только не делают. И какие-то поделки делают, посуду и все такое. Ну, то есть вот такая культура майя привлекает, да. Но самое главное, я считаю, это вулканы в этой стране. Потому что, ну, есть пирамиды и в Мексике, и там в разных местах. Но когда меня спрашивают, что здесь делать, это две вещи. Это восхождение на вулкан, и нужно ехать на озеро. Озеро Атитлан это просто вот, может сравниться с озером Кома в Италии, да? Это невероятно красивое место. И там очень много можно найти культуры. Вот если интересно, это изучить местную культуру майянскую, да. Насколько безопасно передвигаться по Гватемале, как с преступностью? По Гватемала-Сити совсем небезопасно. Есть такая даже, по-моему, книга что-то, такая вот идея, говорит, windows up. То есть мы всегда ездим с закрытыми окнами, потому что особенно в трафике, когда ты стоишь в пробке, ты очень уязвимая цель для любого, кто хочет на тебя напасть. Они подъезжают на мотоцикле, всегда это два человека, один ведет мотоцикл, другой тебе угрожает или изображает, что он тебе угрожает. Ты забирает твой iPhone и уезжает. Они вот там у них сидят айтишники, которые разблокируют этот iPhone или что? Я не знаю, что они потом делают, но это постоянно происходит. Да. И в определенных зонах они уже как бы знают, что где люди уязвимы. Например, если есть зоны, скажем, элитные, да, в городе, 10-я зона, 14-я зона, где очень красивые дома, здания и все кондоминиумы с охраной и так далее, и все сконцентрированы самые дорогие магазины, дорогие рестораны и все. Но даже если ты хочешь пойти в ресторан, который находится в 2 блоках от твоего дома, то ты сядешь в свою машину, ты спустишься в свой подвал, сядешь в свою машину, выйдешь из парковки и заедешь в парковку того торгового центра или места, где ты хочешь поесть. А ты не пойдешь пешком эти 2 квартала, потому что это может быть опасно. А полиция как не существует здесь? Ну, полиция существует, но она как-то не очень эффективна. Против этого. Ну, я, допустим, вот сколько видел в каждой стране, про полицию скажу, и про преступность коротко.
А в Панаме полиции, в принципе, достаточно. То есть ты зайдешь и в плохой район, и так далее. Даже если ты случайно заблудился, идешь не в ту сторону, и тебя ничего не пугает, там некоторых людей даже реально ничего не пугает, потому что видно уже и стены меняются, и асфальт какой-то становится не очень. Полиция говорит: чувак, тебе туда не надо, ты заблудился, иди туда. А по Коста-Рике, я даже сам, живой пример был, я шел по центру Сан-Хосе в дневное время, все говорят: Сан-Хосе центр не рекомендуем. Я иду по улице, и меня полицейский останавливает и говорит: цепочку лучше сними золотую, ну, выделяется, просто тебя сорвут и убегут, ты не найдешь никого. Я говорю: окей, спасибо. Но на дорогах полиции вообще не встретил, именно когда я на автомобиле ехал, то есть транспортной полиции я не увидел. А про Никарагуа, там куда ни поверни, везде полиция. Вправо, влево, мне спрашивают: Никарагуа безопасно? Я говорю: настолько безопасно, что вокруг полиция, и полиция хочет денег. Но в Гондурасе, да, я как заехал в Гондурас, я сразу заметил: полиции нет. Полиции нет, и она, наоборот, особо не высовывается сама. То есть они где-то на постах определенных стоят, по городу не катаются, по городу не стоят, а если даже в ночное время я передвигался, то они минимум 3 машины, и чик останавливаются там с автоматами и так далее. Даже за жизнь беспокоиться свою, а не за окружение, скажем так, защитить себя. С Сальвадором именно вот так, что, как я сказал, Никарагуа, полиции нет, но она присутствует в каких-то точечных местах, и я вижу, постоянно машины передвигаются, то есть машины, да, ездят туда, вправо, влево. Сальвадор безопаснее, да, в этом плане. Но вот сюда, заехав, опять-таки, в Гватемалу, я не увидел полицию. То есть я еду, я ни машин не увидел, ни полицейских. Я вот только вот на районе вот этом, но это, извини, как бы это элитный район. Они стоят на дороге, там полиция на мотоциклах и так далее. И то я смотрю, ну, они просто стоят, потому что тут охрана стоит, там охрана и так далее. Я так понимаю, что они особо в такие районы сами не желают суваться. Нет, ну они, да, они сами туда, есть районы, куда, да, даже полиция не заходит, и туда лучше тебе, естественно, не заезжать. Но в тех районах, вот так, чтобы ты идешь там на главной площади, чтобы полицейский тебе сказал, что сними лучше цепочку, мне кажется, такого здесь нет, не происходит. Здесь вот есть, как мы называем, здесь есть баблы, то есть пузыри, пузырики такие, да? То есть вот свои зоны, где ты заезжаешь, там охрана. На машине заезжаешь, шлагбаум, закрылся шлагбаум, вот там вот есть охрана. Тут частная охрана во всех торговых центрах, во всех кондоминиумах, которые обеспечивают, так сказать, безопасность. А на полицию в этом можно не рассчитывать. И вся охрана здесь, что меня поразило в первый раз, даже в какой-нибудь магазин булочную или какой-то магазин фруктов с таким серьезным оружием, они все вооружены. Ну, здесь даже отъезжать на заправках определенных, особенно если ехать в сторону Карибов, я, по крайней мере, замечал, когда в ту сторону на машине ехал, там вот на заправках стоят с ружьем, там возле магазинов стоят, возле отелей стоят и так далее. То есть в сторону Карибов там как-то вообще все опасненько по их вооружению, если. Но когда я ехал от границы Сальвадора, я останавливался на заправке и вообще смотрел, как обстановка, деревеньки, маленькие городки. Я вот там вооруженных охранников вообще не увидел. Ну, в принципе, да, если ты выезжаешь из города, на самом деле выезжаешь из столицы, вот когда мы ездим на озеро, у нас там дом, или когда мы ездим на пляж, то там достаточно, там все безопасно, все, прошу прощения, там все достаточно релакс, так все ездят на мотоциклах без шлемов, и такой вайб, можно ходить по улицам, с ребенком можно ходить по улицам.
Правда, это не очень удобно, потому что тротуары очень маленькие, но там намного все безопаснее. Но в городе, когда ты живешь, да, в городе безопасности очень сложно. Ну, ты говоришь со стороны Тихого океана. Да. А со стороны Карибов? Не знаю, не была там. Я обратил внимание, что со стороны Карибов, какая страна бы ни была, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика даже и Панама. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Там очень сильно развита бедность. Я не знаю, с чем это связано. И в тех районах больше полицейских, охраны и так далее, вооруженных. То есть если по стороне Тихого океана там как-то все начали на расслабоне, со стороны Карибов, вот в этих странах, там все более жестче. Там и полиция катается, где опасно полиция стоять, даже не стоит, они, то есть объезжают и так далее. Это вот именно по Карибам так идет. Хотя, ну, там и Карибы, и Тихий океан это разные вообще побережья, и вода даже разная. С чем это связано, не знаю, но вот именно я свое наблюдение вывел, что именно все страны по Карибам вот такие бедные. Ну, интересно, я не могу тебе так бы, как бы это опровергнуть или подтвердить, потому что я не была в той части. По Гондурасу, вот я тоже, когда ехал на Роатан, это опять страны Карибов, опять та же история. Я проезжаю заправки вооруженные, магазины вооруженные, решетки на магазинах, все вот так. По Гондурасу такая же история, там рядом порт, едем, тоже вооружено. И это уже дает впечатление, что тут такое. Ну вот я могу сказать, что здесь, в городе, безопасно, в городе опасно. Выезжаешь из города, уже можно немножко расслабиться. Но опять-таки... Хотя, нужно им, конечно, внимательно ездить на трассах, на карретерах. Да, нужно осторожно. Вопрос. Ты говоришь, есть районы безопасны, небезопасны даже в Гватемала-Сити. Да. А правительство как борется с этим? Что оно делает? Никак, не знаю, никак не борется. В программе вот этого президента, которого недавно избрали, там особенно этого не было. Если мы, например, сравним с Сальвадором, вот знаешь, как говорит сальвадорский президент Букеле, всеми любимый, его спросили, по-моему, Такер Карлсон его сделал интервью и спросил: вы сделали сальвадорское чудо, вот он искоренил преступность в Сальвадоре, буквально, да? Расскажите мне, как вы это сделали, какие меры вы предпринимали? И он говорит, во-первых, был определенный план, мы предпринимали такие меры и сделали так-то и так-то, но, честно вам скажу, это было чудо. Мы не знали, сработает это или нет. Но вот у него получилось, может, потому что меньшая страна. Здесь люди живут с этим осознанием, просто это как бы нормальный такой фон, что они знают, что небезопасно, и просто живут, и просто очень разграничивают свои зоны обитания, и все. Все страны Центральной Америки хотят себе Букеле. Да. Вот мы так привыкли. То есть здесь нельзя просто так взять, как нам нравится, выйти погулять на улицу, в парк и так далее. Нет. Особенно если ты выглядишь так, как я. То есть, в определенных зонах можно или даже нет? Есть такая, например, зона, называется Каньяда. Это самая вообще элитная, и там живут самые старые деньги. И там есть парк, да? Внутри зоны, то есть ты заезжаешь под шлагбаум, все регистрируется с камерами и так далее. Там есть парк, да. Там ты можешь выйти из своего дома, погулять в парке. Но так вот, если ты идешь, видишь на карте города, центральный парк, или парк такой-то, парк Колон, парк, не знаю какой. Пойду-ка я погулять там с собакой. Нет.
Здесь даже если ты выйдешь, например, на улицу среди вот этих вот элитных зданий, ты видишь, что с собаками гуляют домашние домработницы. Они потому что одеты в определенную униформу. Люди с собаками своими практически не гуляют на Ну, улице. это из-за того, что они боятся? Или из-за того, что у них много денег? Из обеих причин, да, по обеим причинам. Да. А потом еще этих собак похищают и потом требуют выкуп. От собаки? Да, за собаку требуют выкуп. Твоя рекомендация. Ты рекомендуешь вообще Гватемалу страну, чтобы переехать для проживания? Здесь не очень, я считаю, что здесь непросто. Нужно, чтобы переезжать сюда, нужно подготовиться, потому что здесь очень много деталей, которые нужно предусмотреть, прежде чем приехать сюда. Это раз. Во-вторых, здесь нужно приезжать с пониманием, что у тебя есть определенный финансовый уровень, чтобы обеспечить себе хороший, нормальный уровень жизни, и безопасный и так далее. Потому что, ну, как я говорю, медицина платная, школа платная. Мы вот, кстати, об этом не поговорили, сколько стоят там роды. И... А то есть нету бесплатных школ? Есть, но ты не хочешь туда, ты не захочешь туда. А что там плохого? Ну, уровень школы? Да. Ну, уровень сами школы выглядят не очень хорошо. Уровень... Не собирают деньги с родителей до ребенка. Да, наверное, да. Ну, это здесь же все очень по классам разделено. И там, там твои дети будут общаться ну, грубо говоря, из вот этих вот государственных школ, это многие дети, люди, может быть, даже не пойдут в университет, да. Ну, здесь очень все разделено по кастам, по социальным. Окей. Ты рекомендуешь частную школу. Ну, стоимость частной школы средняя. Сколько это? Средняя, вот смотри, сейчас скажу. Ну, где-то, наверное, школа от 500 до 1000 долларов в месяц. Там зависит от самой школы и зависит от класса тоже, от возраста ребенка. Даже до 2000 долларов в месяц. Да. Самая дорогая школа, она где-то 2500 в месяц. И это школа, в которой учатся, ну, вот, в которой все дети практически приезжают, сопровождаемые машиной охраны. Ну, это все блатные. Блатные, экспаты. Вот. Ну, хорошая школа тебе будет стоить, да, где-то 500 тысяч долларов в месяц. Университет тоже от 1000 в месяц. А садик? Садик, вот у меня дочке 4 года, мы платим, сейчас тебе скажу, 250-300 долларов, где-то так. Есть няня у вас, да? Няни у меня нет. Хорошо. А работу найти здесь тяжело вообще? Я думаю, что да. То есть я не смогла. Ты не смогла найти работу? Нет. Ну так, чтобы вот пойти в компанию и найти работу, нет. Мне сложно. А почему? Ну, потому что низкие зарплаты. Вот. Окей, ты знаешь 4 языка, ты сейчас только что сказала. Какое твое направление, ну, твоя отрасль, образование у тебя какое? Я преподаватель иностранных языков. Окей, и преподавателем ты не можешь устроиться? Я могу устроиться, да, например, в школу, в которой работает, в которой учится моя дочка, да, я могла бы устроиться туда. Теоретически, да. Можно работать в недвижимости. Есть люди, у которых свой бизнес здесь, открывают рестораны, магазины какие-то. Не, ну наемным работником ты можешь устроиться или все-таки нет? Тебе нужно легализоваться? Нет, но сейчас с моими документами, да, я могу.
Окей, а люди, которые вот только приезжают, экспаты, они сначала должны легализоваться, прежде чем устроиться наемным работником? Да. Или сначала. работодатель, если заинтересован в этом работнике, он поможет оформить ему документы? Работодатель может помочь, да, тоже. Естественно, если найдешь такого работодателя. Это таким образом приезжают, многие русские приехали сюда через работу. Их привезла работа, уже компания, и они уже легализовались, и на этой базе они там уже продолжили здесь жизнь. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.